Привет, мои дорогие! Что нового на пути? Что нового впереди? События на пороге. Вот такой расклад будет для вас, мои дорогие друзья. Я приглашаю вас в тот момент, когда вы нашли видео и актуально. И пусть эта свеча очистит ваше пространство от любого негатива. Я посылаю вам счастье, любовь и денежное благополучие. Итак, что нового на пути? События на пороге. Я буду смотреть для вас на двух колодах. На колодах Таро и на колоде Ленорман. Вот на этих золотых Таро. Они вам полюбились уже. И эти Ленорман самые классические, самые лучшие. Выбрала для вас самые лучшие колоды. Итак, что нового на пути? События на пороге. Можно задать свои вопросы, и напоминаю, что я держу это пространство для вас открытым, и это надежное пространство для того, чтобы вам побыть самим собой, вернуться к себе и узнать будущее. Что нового на пути? События на пороге. Что вас ожидает, в каких сферах? Все просмотрим, все будет видно. Пишите, пожалуйста, комментарии, чтобы мне узнать, как у вас все идет, как вы живете. Что у вас нового действительно сейчас происходит, потому что я буду смотреть будущее. Но начну я с сигнификации. То есть мы посмотрим именно, как сейчас видят вас высшие силы, кто вы по мнению высших сил. Человек, который устал, да? У многих это проиграется. Конечно, не у всех, может, вы только что отдохнули. Ведь каждая карта с каждым по-своему разговаривает, но точно, что вы получите подсказку. Здесь вы просто устали. Это десятка жезлов, но это хорошая усталость. Вам кажется вначале, что это не хорошая усталость, что просто вы устали и нет результата. Я знаю, так часто кажется на первый взгляд. Но на самом деле это усталость, когда результат уже есть, вы просто его еще пока не чувствуете. И жезл — это энергия для того, чтобы жить. Без жезлов невозможно жить. Это как ученые сейчас делают вот роботов всяких, но там нет жизни, потому что там вот нет этой жезловой энергии, энергии Творца, энергии жизни. И мы, люди, имеем эту энергию внутри, вот вы как динамо-машина, потому что, несмотря на то, что усталость есть, но это хорошая усталость, у вас в жизни обязательно будет прорыв. Во-первых, все, что вы делали до сих пор, это в копилочку вашего опыта жизненного. У вас обязательно будет благополучие, вы вспомните эту усталость и скажете, вспомните, может, мое видео и скажете, что, да, Лена как раз об этом говорила, что это хорошая усталость, но она на первый взгляд кажется другой. На самом деле у вас сейчас, вы знаете, происходит то, что вы идете к цели, вы на правильном пути. И еще карта «Отшельник» тоже подтверждает мои слова, что вы на правильном пути, потому что здесь отшельник, он берет вершины новые. Да? Вообще карта «Отшельник» показывает всегда, это вершины новые в профессии. Вы скажете, как так, зарплата плохая, там туда-сюда. Конечно, это возможно, но вы все равно берете вершины в профессии, все равно вы лучше и лучше становитесь каждым разом. У вас лучше и лучше опыт, у вас лучше и лучше знания по профессии. И я вижу по этим двум картам, что да, вы себя нагрузили, может быть, 2 работы, или ваш любимый человек, вам может быть тяжело сейчас. Но у вас будет награда, потому что вы возьмете новые вершины, вы зарабатываете жизненный опыт и профессиональный. Может быть, вам сейчас нелегко, а может и легко, потому что вот эта нагрузка, она физическая, она не умственная. Кстати, такой парадокс. Тело нужно нагружать физически, а ум нет. Ум хочет отдохнуть. Ум должен быть, светлый, как бы, не в каждую мысль верить, не каждую мысль принимать за чистую монету, да. Потому что часто мысли основываются на прошлых неудачах. Это делает с нами наш ум, чтобы мы, не упали, что ли, да. Вам тяжело нести, но вы идете к цели. Отшельник говорит, что сейчас вы берете новые вершины. Или в профессии, или, может быть, в личной жизни. Это очень хорошее сочетание карт. Итак, что нового впереди, что уже на пороге. Вот десятка мечей, смотрите, вторая десятка, да, это, кстати, карта неплохая. И, по идее, это горизонты, которые открываются возможности. Но через вот эти препятствия, да,
Потому что 10 — это новый виток жизни, это когда вы основываете свою жизнь на прошлом опыте, даже если он был негативный. Например, у вас были негативные отношения или вас кто-то очень сильно обидел. Кстати, это карта предательства, ложных друзей, предательства ложных любимых, ложных родных. По крови не всегда люди друг друга понимают, к сожалению, потому что ближе всего и ближе всего всегда получается клаш, всегда получается диссонанс. Потому что человек должен, в принципе, иметь, суверенитет от других людей, даже если мы их любим очень сильно. Не нарушать границы. И здесь кто-то нарушил границы ваши, кто-то в прошлом, может быть, в далеком, но может быть, кстати, и недавнем абсолютно, для некоторых проиграется. Кто-то нарушил ваши границы, кто-то внедрился в ваше пространство и хотел жить, научить, что ли. Как может другой человек научить жить? Это невозможно. Кто-то хотел, может быть, помочь. Если, кстати, это близкий человек, он не со зла это делает. Но по десятке меча иногда проходят варианты судьбы, когда кто-то сделал плохо, потому что ему было это выгодно. Кстати, даже нашим близким, самым родным, иногда вторичная выгода, они сами об этом не знают, играет роль. Но смотрите, я же говорю, что здесь вы получаете награду за эти страдания. Потому что 10 — это уже когда идет новая заря, вам главное не остаться во вчерашнем дне. Например, вчера вы не смогли что-то купить, у вас не получилось вовремя сделать этот заказ, и цены изменились. Или вчера вы не смогли что-то продать, вчера вы не смогли договориться с кем-то, потому что человек вас не понял, он был уставший, истощенный. Или же у него был свой шкурный интерес, даже у мужчины такое часто бывает. Или у друга. То есть вчера вы с кем-то не смогли договориться, но это не значит, что будет завтра это. Потому что завтра идет девятка чаш, а это когда вы будете довольны. Это, знаете, карта исполнения желаний. Это такое колесо фортуны. Девятка чаш, когда вам хорошо. Смотрите, это как, например, мы делаем отжимания от пола. Как это больно. И наш мозг говорит, не делай это больно. Но нужно делать, потому что, смотрите, крепкий пресс, да, и красивое тело. Но это я пример привела, просто метафорический. А на самом деле это может быть, например, да, в прошлых отношениях кармических вы намучились, настрадались, но теперь уже будут у вас новые отношения. Теперь у вас будет уже любовь и взаимопонимание. Или он вернется. Кстати, по девятке чаш часто возвращается любовь. Чаша любовь часто, да? Возвращается любимый, возвращается человек, который понял, наверное, что жизнь, она не бывает идеальной, да? Он, может быть, придирался к вам, но сейчас понял, и он возвращается уже другой, обновленный, уже любящий. Или же ваше дело любимое здесь, смотрите, было тяжело учиться, но когда вы начнете работать, вы поймете, что вы много знаете, и опыт на работе важнее любых учебников, да, это тоже об этом. Главное, чтобы сейчас не плакали, не грустили. Как я сказала в начале, эта карта, она обращается к вам. Может быть, сейчас, когда вы смотрите, вам тяжело. И эта карта, да, больно, обидно, кто-то сильно обидел вас. И я знаю, что это у многих так. Весь мир, он сумасшедший теперь. Даже мы уже видим, что страны, народы, у каждого свои какие-то интересы. Но, понимаете, и вообще все сейчас такое творится кругом. Это потому, что переход идет. Земля переходит, и злые силы, они мешают очень сильно. Но вы должны знать, что это не то, что истощилась у вас сила. Нет, сила возобновится. Это то, что вам нужно новыми дорогами начинать ходить, с новыми людьми, с новыми мыслями, с новыми идеями про себя, про свою жизнь. Это ощущение счастья внутреннее, оно же не зависит от внешних обстоятельств. И десятка говорит о том, что будет новый шанс, будет новая мысль, ведь мечи часто мысли, да? Будет новая мысль и новая идея, и вы будете довольны. Но эта идея к вам придет в тот момент, когда вы знаете, на самое дно упали. Потому что бывает так, чтобы подняться, нам нужно удариться о дно, и происходит это, как мячик, да, вы выскакиваете, вы выпрыгиваете, получаете квантовый скачок. Здесь может касаться как в любви, так и в отношениях на работе, или же в отношениях в быту. Бытовая жизнь — это самое суперважное, да.
идет поиск, это поиск, это хлопоты, это заботы. Заботы идут сейчас очень серьезные, да. Может, у кого-то финансовые заботы, вы должны решить какие-то финансовые задачи сложные. Да, идет решение, идет. И здесь может кто-то хлопочет, чтобы помочь вам, какой-то новый знакомый, или может быть это ваш сын, это может быть, да, или, например, с сыном у вас муж и сын, или партнер и сын, у них тяжелые отношения, или, например, дочь, тяжелые отношения. Но идет сейчас поиск решения. Это не то, что каждый только о себе думает. Нет, здесь идет или на бытовом плане у вас, или же на финансовом. Но идет как какой-то поиск решения. Или, может быть, кто-то сейчас заботится, чтобы пробиться к вам, приехать к вам, пробиться через границы, через эти все препятствия, да. Кто-то хочет пробиться к вам, кто-то. И кто этот кто-то, ну, это самая лучшая карта, потому что трифовый король или король жезлов, это, конечно, хочет вам пробиться удачи, во-первых, потому что фигурная карта, она часто это энергия хорошей работы, например, или благоустроенного быта. Вот эта энергия хочет к вам пробиться. Часто король жезлов человек, хочет к вам пробиться новый любимый, или же тот, с которым у вас не получилось договориться. Это человек или эта энергия хочет к вам пробиться, хочет найти к вам путь, хочет сделать так, чтобы вы встретились, чтобы вы нашли дорогу друг к другу. Я спрошу, что нового на пороге, и итог, совет. Смотрите, вообще самая лучшая карта в колоде, потому что это когда энергия созидательная. Как, например, ангелы, хранители рода, ваши собственные усилия, да, и ваши собственные усилия, и негативный опыт, который вы получили. Все вот это вместе по 8 жезлов мчится, чтобы вот так было, чтобы был успех, и было ощущение, как хорошо жить. Жизнь такая прекрасная, планета прекрасная. И я могу самоощущать себя. И все могу, потому что у меня есть руки, ноги и желания, да. И вот эта духовность, материальная духовность, потому что отшельник, он спускается с гор, он себе ставит высокие планки, высокие задачи, потом он спускается с гор и видит, что жизнь на самом деле такая, что в материальном духовность. И поэтому я здесь смотрю, или вы получаете, например, лучшую работу, что-то хорошо продаете, или это лучшие отношения. Потому что король жезлов тот, который хочет быть для вас опорой. Да, жезл, опора, жезл это как знаете, вот эта палочка-выручалочка или как посох. Хочет быть для вас опорой. Кто-то сейчас хочет быть для вас опорой. Верным, надежным другом и опорой. Замечательный расклад на картах Таро. Если вы выбрали себе Ленорман, я сейчас буду смотреть на Ленорман, но я, знаете, вам советую в любом случае иметь уши открытые к одной и другой колоде. Сейчас посмотрю на Ленорман для вас. Итак, что нового впереди, что нового на пути, и какие перемены у вас уже на пороге. Сейчас будет все видно и понятно, мои дорогие. И напоминаю, что опять это пространство продолжает быть для вас надежным пространством, чтобы выговориться, чтобы получить подсказки. Что-то очень остро и срочно будет меняться. Это урожайная коса. Она говорит, пришло время. Пришло время не только, как говорят, пахать, да, а пришло время тоже пожинать урожай. Это урожайная коса. Пришло время пожинать урожай. И плетки, смотрите, какие две активные карты. Кстати, эти две карты могут показывать на то, что вокруг вас острая ситуация. Это может быть денежная острая ситуация или же острая ситуация в семье, в быту. Какие-то споры, никак не можете прийти к общему знаменателю. Решения все-таки нет. Поэтому как бы спорите, но выхода нет, потому что нет решения. И такие споры, они часто бывают конструктивные, потому что по плетке это много раз поднимался тот же самый вопрос. Много раз поднимался вопрос, который до сих пор еще не решен остался. И этот вопрос, который не решен остался, будет сейчас срочно решаться. Карта коса – это срочно, срочно будет что-то решаться. Денежные вопросы, да?
Карта рыбы – это денежные вопросы чаще всего, но это бывает тоже и о чувствах. Я вначале вам расскажу, что я здесь вижу касательно денежных вопросов. Карта рыбы говорит, что сейчас может быть острая ситуация, не хватает денег просто в семье, не хватает на все потребности, запросы. Ведь технологии идут вперед, и все эти гаджеты каждый год нужно обновлять, если, ну, не, хотя бы 2-3 года. Если мы не обновляем гаджеты, мы как бы остаемся сзади, да. Вот. И это сложно, и дети требуют, может быть, этих новых телефонов, этих новых компьютеров. Вот это все самое теперь дорогое, можно сказать, потому что технология – это интеллектуальная собственность того, кто это создал, и мы платим за информацию, мы платим за интеллектуальную собственность. Теперь мы уже понимаем, что одежда – это вся мишура, этого всего достаточно в мире, и теперь уже компании делают только дизайн, а материалы у них самые дешевые вообще во всех компаниях, даже, кстати, в самых дорогих. Так что мы видим тоже дизайн, тоже что модно, например, да. Вы платите только за интеллектуальную собственность. Вот вы пойдите, например, в любой магазин, и здесь деньги магазины. И вы поймете, например, та же IKEA, по-моему, да, по-русски. Вы платите за интеллектуальную собственность дизайнера, потому что это все новое, это все интересно, свежо. Каждый новый дизайн – это как лампочка, загорается интеллектуальная собственность, информация. Мы платим за информацию. А вещи сами, они очень дешевые. Себестоимость вещи в 100 раз ниже, чем вы платите за нее. Потому что вы платите, опять же, за интеллектуальную собственность. Это всегда нужно помнить. И иногда можно ходить в магазин только чтобы напитаться. Это насмотренность называется. Да? Это интеллектуальной собственностью, а не обязательно покупать. Так что здесь нужно внимательно быть. Время другое теперь. Время тратить деньги совершенно другое. Но наше тело, в котором дух, оно требует денег на сырье, на здоровое сырье, имеется в виду питание без химикатов, самое сырье, оно самое дешевое и самое выгодное, полезное. Все, что обработано, самое дорогое и самое вредное. И об этом у нас карта плетки и карта рыбы, и карта коса. Что нужно, конечно, думать, что вы делаете своими деньгами. Я еще хочу сказать, что карта рыбы вместе с плеткой и косой могут указывать на чувства негативного человека возле вас. Это может быть негативный человек даже вплоть до, ну просто очень злого человека, прямо скажем, да. Потому что плетки вместе с косой – это тот, который, ну, просто ругается или же негативно о вас думает, или что-то желает плохое. Будьте аккуратны, это негативные чувства. Это может быть чувство человека, с которым у вас есть любовь, для некоторых проиграется, но вы поссорились, потому что не сошлись во мнениях. Вот не сошлись во мнениях по косе. Ну, коса на камень нашла. Вот он этого хочет, а вы этого. Он хочет это купить, потому что деньги опять, понимаете? А вы хотите другое купить. Поскольку карта рыбы – это карта Венеры. Может, он вот такой бубновый король, который прижимистый к деньгам, и у вас хлопоты денежные или бумажные, потому что бубновый тоже паж здесь, да. И смотрите, еще хлопоты трефовый паж. Ну, валеты, другими словами, да. То есть проблема в том, что вы не можете договориться с этим человеком, о котором вы сейчас подумали, из-за расхождения во взглядах, что нужно, например, если у вас быт общий. Или же, что нужно на работе, какие поставки нужны, из-за этого могут быть споры. Или что продается сейчас, что люди хотят купить, что людям нужно действительно. Потому что на самом деле мало кто делает то, что нужно людям. Если бы это бизнесы понимали, они делают ненужную продукцию, они были бы богаты, потому что люди ищут то, что им нужно, и не могут найти. Как карта подтверждает мои слова. Карта букет как раз об этом. Что нового впереди, что нового на пути. Вы обновленная, вы расцветаете как букет в любом возрасте, не важно, сколько вам лет. Расцветайте как букет, потому что такой, как вы, другой нету. Вы интересный. Любой человек, когда он сам собой является, он безумно интересен миру. Но если человек, конечно, себя не любит, он не может быть интересен миру, потому что он искусственный. Все искусственно неинтересно миру.
Это вы расцветаете, это ваше омоложение организма, это красивая свежая внешность. По этой карте, кстати, часто нужно пить много воды, потому что букет, он стоит в воде, да. И у нас иногда бывает так, что мы выглядим нехорошо не из-за того, что крем какой-то там, съели, например, соленый суп. Вот я вчера съела, видите, отеки, вчера съела вот этот азиатский суп, сухой, который водой заливается. И я не поняла, почему у меня такое лицо. Оказывается, там вот эта соль, она скрыта. Потому что соль вместе с перцем ты соль не ощущаешь. Пейте больше воды. Я пример свой привела только для наглядности, мои дорогие. И что это значит? Мне сегодня видео не снимать для вас, потому что у меня вот такое лицо сегодня. Нет, конечно, я все равно снимаю. Но нужно знать, что вот здесь, наверное, связано с жидкостью в вашем организме. Жидкость нужна. Если вы пьете кофе, нужно в 2 раза больше воды. Если вы вино пьете, нужно больше воды. В общем, здесь красивая внешность. Вы свеженькая, свеженькая. Вы красивенькая. Вы самая-самая лучшая. Ну а также это комплименты от противоположного пола, если вам важны комплименты. Комплименты самой себе. Это, знаете, подарки. Купите себе что-то приятное или вам кто-то подарит. Сюрприз от мужчины, от бубнового короля денежного, не будет прижиматься больше с деньгами, а поймет, что деньги для жизни, а не на черный день. Зачем? Зачем об этом? Правда? В общем, букет – это подарки судьбы. Это, кстати, заказы, благодарные заказчики. Это хорошая работа, это поработали, получили. Вы знаете, для меня, потому что я человек рабочего порядка, вот заработал, тяжело работал, да, но результат есть. Результат будет точно. Так что нового впереди? Результат. Потому что букет – это уже результат. Пиковая дама – это человек, который много работал. И нелегко было, но уже результат есть. Смотрите, результат, да, вообще крест – это результат. Нести свой крест, даже христиане, у них песни такие многие. Я вообще человек с 30-летним христианским опытом, в какой только деноминации я не была. Начиная с пятидесятников, заканчивая католиками и United Church of Canada. Вообще очень-очень церковный человек я, да. И скажу, что вот эти песни «Нести свой крест к цели» — это все вот христианская идея, да. И действительно, что результат, крест как результат, вот вместе с букетом это крест как результат, что своя ноша не тяжелая, свой крест не тяжелый. Легкий крест — это здесь и сейчас. Трудный крест вспоминаем, все время недовольны прошлым. Но это результат, конечно, крест, да. Это последняя карта, 36-я, то есть результат. Это как в старших арканах карта Мир, 21-я, да, то же самое. Смотрите, и здесь я вижу хранитель рода. Когда выходит крест вместе с деревом, это сразу ваши предки хотят говорить. Я контактер, кстати, родовой, так что вот у меня всегда, если выходит дерево и крест, предки хотят говорить. Но это если вы чувствуете это, что сейчас в ваше пространство входят предки. Но для многих может проиграться, что не нагружайте себя, потому что здоровье важнее любой работы, любых денег. Вот прислушайтесь к этим словам. Не нагружайте себя. Здоровье важнее денег. Я как мантру вам произношу. Если вы почувствовали, что сейчас в ваше пространство вошли ваши предки по материнской или по отцовской линии, или оба, я сейчас для вас возьму карту, что скажут предки. Смотрите, по отцовской линии. Это по отцовской линии предки. Отошедшие в мир иной, мужчины. Это могут быть 1000 мужчин в вашем роду. И они коллективно говорят вам, что логика, железная логика, здравое мышление. Что значит здравое мышление? Мы не можем запретить нездравым мыслям приходить. Мы просто им доверять не должны. Мышление здравое, эмоции прохладные, и у вас будет все в порядке. Вот это мужская карта, она об этом. Но еще для некоторых, что отец, родовой отец, это не тот, который у вас есть, а родовой отец, другой отец. Это собирательные все гены мужчин в вашем роду. Они говорят, у тебя будет прорыв с мужчиной, но с мужчиной сейчас тяжелые отношения. Может быть, родственные тяжелые, может, это муж, с которым тяжелые отношения. С мужем не бывает легких отношений, не бывает, потому что муж – это предпринимательство.
Любая семья — это не о любви, это о взаимопомощи, взаимовыручке, взаимоподдержке. Это о любви, но это другого сорта любовь. Это другого сорта любовь, как ни крути. И у вас, может, с вашим мужчиной или мужем тяжелые отношения. Но перемены будут. Потому что аист — это перемены к лучшему. Во-первых, здесь для некоторых девочек и мальчиков это партнерство. Если у вас еще нет партнерства, но вы очень хотите, в наше время, во время интернета, нельзя сказать, что нет никого, я не могу никого найти. Было бы желание, если у вас есть желание и смелость. Ну да, желание, может, у вас есть, но смелости нет таковой, да. Начинайте быть смелее, ищите во всем мире. Легкий, простой английский не повредит, и у меня даже есть канал на английском, чтобы вам в этом помогать, потому что мир теперь общая деревня. К сожалению, это пока английский такой, легкий, простой, без комплексов, который понимают все в мире. И это вам нужно, потому что если вы ищете себе пару по всему миру, перемены в отношениях, у вас будет пара. Далее, аист идет на мужчину. Если с мужчиной была ссора, и вот потому что он родственная душа, если вы партнеры, то давно. Если это так, и это ваша ситуация, то здесь примирение с мужчиной, лучшие бытовые обстоятельства. Потому что аист — это всегда о быте, это всегда семья, это аисты, они гнездо строят, да. То есть мужчина сейчас строит для вас гнездо. Он хочет решить какой-то жилищный вопрос, проблему какую-то жилищную, потому что жилищный вопрос, он должен решаться. Это очень важно, супер важно, когда жилищный вопрос решен, когда у людей есть спокойный быт, когда нет вот этих столкновений разных поколений, да, когда у людей настроенный быт и есть даже не взаимоподдержка, даже не взаимоуважение, хотя это тоже важно, но вот дать каждому жить свою жизнь, ну, быть в присутствии друг друга, вот это вот такое. Когда на общей территории, но мы на общей территории не ругаемся, а мы находим себя. И наш, партнер или человек, который с нами на общей территории, наш домашний человек, он как украшение нашего пространства идет, да. Вот как свеча, например, да, или еще что-то. Вот украшение вашего пространства. Он не помеха, а украшение вашего пространства. Вот здесь я бы сказала, вот так карты сегодня говорят с вами, что человек не помеха, не тяжесть, не вот потому что родственное нужно тащить на себе. Нет, а он украшение вашего пространства. Или она, зависит от того, кто смотрит. Но меня смотрят в основном девочки, поэтому я обращаюсь к девочкам. Если смотрят мальчики, я очень рада, что вы смотрите, но понимаете так, что здесь о людях, здесь просто я от лица женщины говорю, здесь ничего нет общего с половой принадлежностью, нет. У меня не об этом расклады, у меня на судьбу, у меня любовь, ведь она, понимаете, любовь долго терпит. И любовь это, смотрите, это круг. Мы любим себя, и мы любим весь мир. Вот круг это что значит? Круг это значит, начнем с любого места. Да? Круг, нельзя сказать, что любовь начинается только с любви к себе. Но любить себя, это значит любить мир. Да? Не вредить себе, это значит не вредить миру. Есть романтическая любовь, она, как говорят, grossly overrated, да? Романтическая любовь. Ну, что-то можно продать. Сексуальность можно продать. Макияж, мода. Ну, все вот это, понимаете? Она grossly overrated. По-моему, я 2 разных языка здесь использовала. Но вы меня поняли. А на самом деле любовь, она, говорили платоническая, да? Это не в этом дело даже. Она всеобъемлющая. Вначале там романтическое такое все, а потом, когда мы начинаем жить с человеком долго, мы понимаем, что человек просто часть моей жизни, вот как эта свеча. Он не мешает, а он приятен, он часть моей жизни, часть того, что я люблю все. В общем, здесь так 2 слова об этом, это очень важно, да, любовь к работе, это то же самое, или к природе, вот, или к себе, вот такое все. Дорогие мои, я вас люблю, обожаю, вы для меня просто чудо как важны. Но поэтому я делюсь тем, что умею, что могу, и это, конечно, вот духовность такая более интернациональная, называется эзотерика,
интернациональная духовность без национальных привязок. Я еще хочу сказать, что вот тоже вот национальность. Для чего? Ну для налогов, понятно. Чтобы, понимаете, это все хорошо, национальность. Но главное – это род. У нас у всех главное род. У нас разные национальности намешаны. Так что не думайте, что вы там только одной национальности. Главное – ваши родовые корни. Я занимаюсь тем, что я знаю, что род – это главный род. Поэтому хочу вам помочь в этом. Люблю вас, обожаю, медвежьи обнимашки. Всего самого лучшего. И я знаю точно, что мы очень скоро увидимся. А еще знаю точно, что у вас все будет просто замечательно. Я в этом уверена. Пишите комментарии, потому что важно, я все прочитываю. Ставьте пальчик вверх или вниз, для вас это полезно выразить эмоцию. А также подписывайтесь, если не подписаны. Здесь все для вас, и почему бы и нет. Это ваше пространство, поэтому, когда подписались, оно по праву ваше. И, кстати, ничего не стоит в материальном плане. Люблю вас, обожаю. Пока-пока, мои дорогие.